Всем привет, меня зовут Ксюша, и это первая часть моего большого путешествия по пути к горам. Мы с семьей собрались в горы на Северный Кавказ, и в этой части я вам покажу, как мы до туда добирались. Первой остановкой у нас был город Тула. Мы все очень устали после длительной дороги от Санкт-Петербурга до Тулы, так нам еще и около 2 часов пришлось ждать заселения. Мы сейчас решили остановиться в Твери, потому что все-таки с Питера довольно далеко, довольно долго и тяжело ехать без остановок до Северного Кавказа. Мы остановились в апартаментах, 4-комнатные апартаменты. Я не могу сказать, что это прям шик, блеск, лакшери и все тому подобное, но мы остановились здесь буквально на ночь, чтобы отдохнуть, чтобы выспаться, потому что, я думаю, по мне видно, что я очень хочу спать. А вообще как овощ. И далеко не огурчик. В Туле мы были всего 1 день, и его мы решили посвятить культурной программе. Мы погуляли по Тульскому Кремлю, по набережной, которая находилась недалеко от Кремля. Походили по магазинчикам и купили тульские пряники. Так, где мы на данный момент находимся? Скажите мне, пожалуйста. На данный момент мы находимся в Тульском музейном объединении, так-то, если целиком назвать это, возле музея оружия, который на данный момент, как я поняла, реставрируется, куда мы попасть не смогли, но зато походили по территории самой крепости. Но зато походили по территории самого Кремля. Хоть Тульскую набережную не сравнить с питерскими набережными, это место мне запомнилось и очень понравилось. Радует глаз, как города преобразовываются, строятся детские площадки, зоны для отдыха, для велосипедов и для прогулок. На подобных набережных любой может найти что-то подходящее для себя. Что ж, мы уже вернулись. Папа решил сначала поехать посмотреть Кремль, а потом уже отдыхать, спать, восстанавливаться и ехать дальше. Честно, я очень устала, потому что на дворе стоит жара в 32 градуса. Там пекло, там хоть и есть небольшой ветерок, но он только у воды холодный. В большинстве своем он теплый. Есть несколько кондитерских и хлебобулочных изделий, от которых я никогда не смогу отказаться. Это бабушкин тортик, кондитерские изделия, которые делает моя тетя, овсяное печенье, сочень с творогом и тульские пряники. Я их обожаю. Те пряники, которые мы купили в Тульской кондитерской, не сравнятся с теми пряниками, которые я обычно покупаю в магазине. Они очень вкусные, мягкие, а главное свежие. Наш путь продолжается, и сейчас мы остановились рядом с огромным полем подсолнухов. Так что подписывайтесь на телеграм-канал, там будут все фотографии. Вы только посмотрите на эту красоту. Нет,
Ну вы просто гляньте на эту красоту. Насколько я понимаю, это все рожь или же пшеница. Ну, что-то вот из этого. И тут просто бескрайнее поле. Мне так нравится эта атмосфера. Вот если бы не жара 30-градусная на палящем солнце, на открытом поле, это было бы просто идеально. Ну а так... Ну, красиво. И тихо. Очень тихо. Я вот честно обожаю подобную атмосферу, когда слышно только птичек, мух и комары. Или комаров. Ну, вы поняли. Я вот очень хочу здесь снять видос. Очень хочу здесь пофоткаться. Ну, а так очень красиво. Не только мухи. Ё-моё. Мы заселились в новую квартиру, в новые апартаменты, и вы только посмотрите, с каким видом эти апартаменты. С таким, конечно, видом завтракать это вообще... Итак, сегодня у нас на завтрак. Это, наверное, единственный завтрак, который я покажу в этом видео. Не помню, что я что-то еще показывала. Бутербродики и кофеек. Я вот вроде как бы и выспалась по сравнению с другими днями нашего тура, можно так сказать. Но у меня опять очень болит спина. Вероятнее всего, это из-за того, что я спала посередине дивана, а там посередине дивана такая, типа, выемка, дырочка. Поэтому у меня позвоночник как провалился, так и с концами. Вот. Ну что ж, бон аппетита, как говорится. Главное, чтобы меня сейчас не облила эта штука. На улице стоит 35-градусная жара. Мы под открытым небом на Мамаевском кургане. Честно, очень грустно на все на это смотреть. Но если посмотреть со стороны именно искусства, то есть я сейчас говорю про скульптуру «Родина, мать зовет», это, конечно, очень величественная, очень большая, как еще ее можно назвать-то, грандиозное сооружение. Данное сооружение, скульптура, она даже выше, чем статуя свободы в Нью-Йорке, хотя до сегодняшнего дня, если честно, я думала, что она ниже, но она в 2 раза больше. Мне, как, наверное, и любому человеку, который осознает, какие ужасы хранятся в истории подобных мест и музеев, очень тяжело находиться в подобных местах.
За то время, что мы провели в Волгограде, мы еще посетили музей, который называется «Сталинградская битва. Панорама». В этом музее я чуть не расплакалась. В данном музее есть экспонат — металлический разрушенный город, на который с помощью проектора накладывается картинка или видеоряд. Я не смогла там простоять и минуты. Ты чё? Я хотела снять красивый кадр. Это просто рубрика «За кадром». Надеюсь, мы ни свет не зарем, чтобы дальше ехать по нашему маршруту. Покидаем мы эти прекрасные апартаменты с этим прекрасным видом и едем дальше. Итак, дорогие мои студенты и школьники, открываем свои атласы и записываем. Буквально за 3-4 дня, чтобы добраться до горной зоны, мы проехали южную тайгу, смешанные леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. Такого разнообразия природы я ни разу в жизни не видела. И я бы никогда не подумала, что степи мне так понравится. У этих мест есть какая-то своя эстетика и ощущение, как будто ты не в России, а где-нибудь в Африке. И вот-вот из-за какого-нибудь куста выбежит какая-нибудь большая киса. Мы заселились в новые апартаменты. Это, опять же, двухкомнатные апартаменты. Безумно красивые. Мне они очень нравятся. Не обращайте внимания на звуки на фоне, потому что тут и кондиционер, и фен, все в одном. Я надеюсь, что вы меня слышите. Они выполнены в таком сером цвете, они новые, то есть прям чувствуется, что им буквально, может, полгода ремонта, может быть, год максимум, потому что даже диван пахнет новизной. Эти апартаменты находятся прям в горах, то есть мы в такой некой деревушке или же поселок городского типа, как я бы, наверное, его назвала, который находится вдали от большого города и находится прям в горах. Прям наверху, прям в горах, вокруг нас горы. В общем, красота неимоверная. Красота этих мест. Тут такой... Что ж, эта часть подходит к концу, но не само путешествие. Скоро выйдет вторая часть данного влога, и в ней я уже вам покажу все красоты Северного Кавказа и Республики Дагестан. Ну а пока ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там много чего интересного. Я там написала парочку постов про Дагестан и про свое путешествие, выложила много классных фотографий, поделилась своим опытом, своими впечатлениями. А также обязательно нажимайте на колокольчик, ведь вторая часть этого видео очень-очень скоро выйдет. Спасибо большое за просмотр. Всем удачи, всем пока, до скорого!